Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября. Последний месяц осени. Вот так быстро летит время. Зима практически на пороге. Давайте узнаем, что на эту неделю нам скажут карты. Будем реалистами. Но как раз вы, мои дорогие скорпионы, вы первые реалисты в этой жизни. И я надеюсь, первое, что мы с вами проведем приятное время и какую-то свою ситуацию вы прочитаете на пару шагов вперед. Одним словом, чем-то видео вам будет полезно. Первую карту, которую мы достанем, будет называться «Важное событие». Может быть, это просто, что-то, то, что будет на первом плане в течение недели. Как видят карты для вас эту неделю. Что будет актуально. Вторая карта – неожиданные события, неожиданности сами по себе. Третья – чему сейчас не время или что может помешать, что будет помогать. Давайте узнаем. Достанем такую карту, что скрыто. Может быть, и что-то скрывают, а может быть, и мы чему-то не придаем значения. И энергии смотрим. Дело, работа, бизнес как? Финансовая, денежная энергия. Что в личной жизни для вас? Карту совет достанем, подытожим наш расклад. Давайте будем смотреть. Итак, важное событие. Все под контролем. Королева Пентаклей – это порядок. Даже если вокруг хаос, королева Пентаклей его все равно отстроит. И придаст какую-то законченность или своим проектам тоже, если нужно, придаст вдохновение. Если нужно порядок причесать словно, значит, наведет она этот порядок. Финансы тоже под контролем. Сама по себе карта благополучия, уверенности, надежности. Может быть, это будет связано с конкретным человеком, который вам либо помогает, либо это сотрудничество какое-то. И это представители знака зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Или там имеются, может быть, асцендент или по Луне. Или сам по себе человек сделал себя где-то сам. Потому что по королеве Пентакли это что? Сначала любая идея зарождается в ментальности, а потом королева Пентаклей воплощает это в реальной жизни. И вот этот райский сад, среди которого она находится, по преданию создала своими руками. Все начинается с мысли или с какой-то идеи. Но в целом как раз благополучие само по себе. Давайте узнаем неожиданное событие. Какая-то неожиданная победа. Какой-то вопрос, как минимум один, вы решите точно. Но о чем говорит нам эта карта? Она очень часто еще свидетельствует о том, что мы должны удерживать заданные позиции. Мало одержать победу, а вот надо еще и удерживать потом заданный какой-то ритм или то, чего вы добились, то, чего вы уже как бы заслужили, словно, может быть, и так, или какой-то вопрос решили. Мы не можем что-то пустить на самотек, одним словом. Поэтому полный контроль над ситуацией во всех сферах жизни, с учетом, что у нас рядом выпадает как раз королева Пентаклей. Все идет как будто по плану. Если и есть, понятно, какие-то шероховатости, но на какой-то принципиальный ход развития событий это не влияет. В целом, как раз то, что вы хотите осуществить, или вы имеете намерение, неважно в какой сфере жизни, опять же, королева Пентакли, здесь ведь мы сказали благополучие, и как и в личной жизни, как и по деньгам, как и по собственным творческим даже проектам, как раз творчество великолепно по этой карте проигрывается, так и любая другая работа. Чем бы ни занималась королева, у нее везде порядок, и все на своих местах и так, как она хочет. И вот это все надо удерживать. Чему сейчас не время? Но тратить деньги это точно, как будто будут деньги. У кого-то могут быть вопросы, связанные с жильем. Или, может быть, вопросы семьи, которые связаны где-то с переездом. Или вопросы, связанные с детьми, может быть, и оплатами, может быть, за обучение. Или в целом вы меняете место жительства, или вы хотите имущество, или у кого-то ремонт. Часто по десятке пентаклей
именно мой дом, моя крепость проигрывается. Ну, помимо всего прочего, понятно, это еще карта одновременно говорит о надежности, стабильности, ну и финансовом успехе. Но это в позиции, чему сейчас не время. И хоть нам сказали, деньги есть, деньги будут, не время их тратить. Может быть, буквально, если что-то глобальное у вас стоит на повестке недели, как вот я продаю, допустим, недвижимость и собираюсь купить, то сказать, что на этой неделе продать-то можно, а вот как будто купить, что я достал из кармана деньги и отдал, вот как будто нет. Больше на сохранение, то есть нет как будто трат. И карта победителя, мы только с вами говорили, что да, пока все сохраняем. Может быть, обстановка как-то будет меняться, или что-то будет для вас еще более выгодное, интересное, понимаете, а вы уже будете, ну, где-то, либо в каких-то обязательствах, либо денег не будет. Вот примите это к сведению. Что помогает? Ожидание помогает. Ваша карта кубки, королева кубков. У кого-то может проиграться вопросы, связанные с беременностью. Не напрямую, но вполне две королевы могут так говорить, что для девушек, для женщин, кто знает, может быть, и этот вопрос будет актуален. Но что бы я хотела сказать, мои дорогие скорпионы, когда выпадает больше, чем одна королева. Ну, чаще, конечно, рассматриваю 3-4, но все равно. Когда королева, это сплетни иногда может означать. Ну, две королевы, может быть, сплетен нет, но вот то, что вы кому-то интересны. И словно, знаете, вот люди за вами наблюдают. А что он сделает? Или что она предпримет? Что она скажет? Или дай-ка я разузнаю. Больно мне любопытно, что ж там у нее происходит в личной жизни и в деньгах. Могут, знаете, такие льстецы быть или ненавязчивые вопросы, которые так вытягивают из вас какую-то информацию. Потому что любопытство есть в сторону вашей персоны, узнать о вас что-то такое поподробнее. Поэтому будьте внимательны. В целом, как не спешка, так и где-то интуиция, мудрость. То, что идет по королеве кубков, нам помогает. Дело, работы, бизнес. А вот здесь нам будет точно помогать хладнокровие, рационализм, математический подсчет. Не без этого. Король мечей у нас удачлив, дела, работы, бизнес и деньги. Про деньги нам сказали. Карта победителя где-то про дела тоже говорит. У кого-то из вас могут быть вопросы, связанные с решениями в высоких инстанциях, подписанием, может быть, документов. У кого-то вопросы, связанные, может быть, и с судебными органами. Иногда проигрывается король мечей. Тогда нам говорят, что мы должны заручиться поддержкой специалиста. Вообще, когда эта карта выпадает, это у нас именно профессионал своего дела показан. Тот человек, который четко знает, имеет какую-то меру ответственности, предположим, за свои советы, слова, если мы говорим адвокат, к примеру, да, или пусть это любой другой специалист, иногда проходят врачи. То есть это какая-то узкая направленность, где люди знают свое дело. Так вот, если мы в каком-либо деле не профи, карта нам рекомендует обратиться к специалисту, чтобы получить либо квалифицированную помощь, либо профессиональный совет, либо знать четко, как по закону разрулить ту или иную ситуацию. По этой карте есть еще и такой момент, что, знаете, мы не должны поддаваться на эмоции, где-то сохранять выдержку еще, может быть, разная какая-то обстановка, ну и где-то проболтаться мы в чем-то тоже не должны. Тут идет какая-то своя игра, и поэтому где-то быть мудрым, интуитивным и в то же время решать, ну, так я бы сказала, хладнокровно, жестко, те вопросы, которые касаются документов, бумаг. Проверять, может быть, все. Но заодно и по финансам отчасти нам ведь тоже говорят. Давайте мы узнаем по финансам. Тройка кубков. Праздник. Финансами, ну, нам уже сказали, что вы останетесь довольны. Единственный момент, мы как будто сохраняем их. Давайте посмотрим, что в личной жизни. Какая-то история, шестерка кубков. Либо вы думаете о человеке, которого вы уже знали. Вот у нас как раз сейчас период, когда в Тельце и в ретро-движении две серьезные планеты. Уран, кстати, и Юпитер. И это пробудут до конца года. Поэтому у кого-то из вас какая-то прежняя история, которая, может быть, длится там с начала года или с апреля. Может быть, личная история. Где-то вы не договорились. Вы хотите одного,
партнер хочет другого. И сложно установить вот какой-то контакт на взаимопонимание, то здесь вполне вероятно он может состояться. Или вам о себе напомнит человек, который находится от вас на расстоянии. Это может быть, к примеру, просто друг, которого вы не слышали, не видели много лет, ну или какой-то срок. И тут либо вас судьба, кстати, может столкнуть, вы можете случайно даже встретиться, решая где-то вопросы или, ну, вот в тех местах, где вы бываете. Или это может быть через мессенджер тоже какой-то контакт. Есть всегда карта прошлого, то есть это те отношения, которые уже нам знакомы. И как будто могут они выйти тоже на первый план, личная жизнь. Могу сказать, что с тройкой кубков это может произойти вот как раз встреча или какое-то свидание. А может быть это то, что вы уже планировали, но прежде в силу разных причин у вас не осуществлялось. А тут, скорее всего, у вас что-то получится. В личной жизни, по крайней мере, полный баланс. Часто по шестерке кубков это взаимодействие. Эта карта еще и дипломатии больше. Нашей возможности договориться, найти общие какие-то точки сборки, если даже прежде нам это не удавалось. Все-таки у нас выпадает, пусть даже на деньги, но карта праздника, когда в целом эмоции приятные. Да и верхний тарят нам ведь тоже говорит о том, что получается именно то, как мы задумали. Хотя у каждого по-своему, у кого-то это может означать, если, к примеру, да, ваш союз прежний уже какой-то распался, и есть, увы, вопросы через суд, может быть, или вы, это как медиаторство, да, вы уже хотите те отношения, которых нет де-факто, оформить уже де-юре, что, ну, все. И, знаете, тут просто прийти к какому-то соглашению, подписать спокойно, без нервов документы, как будто можно договориться тоже. В конечном итоге от возможности и умения договариваться на этой неделе будет много позиций зависеть. Давайте мы посмотрим карта совет. Но и хитрить придется. Может быть, отчасти вот две королевы, которые я сказала, люди за вами словно наблюдают. И на карте, кстати, посмотрите, молодой человек и лиса. И они расходятся в разные стороны и оглядываются. Вот правда кто-то может наблюдать, может задавать наводящие вопросы, а вам тогда нужно держать марку и никому ничего не рассказывать, но не подавать это с позиции, когда мы кого-то отталкиваем, типа, что ты лезешь не в свои дела. Хотя, может быть, так и стоит сказать. Но здесь нужно быть ловчее и хитрее, чтобы человек, ну, где-то не заподозрил, что его, точнее, план вам уже хорошо знаком. Вы его как будто раскусили, да, поняли все его намерения. Поэтому адаптироваться в целом к ситуации, к любой, по этой карте нам тоже говорят, быть аккуратным к деньгам, опять же, к имуществу, к вашим ценностям. Причем деньги эти могут выражаться как в электронных системах расчета, так и буквально в бумажных деньгах, так и, к примеру, к сумочкам вашим. То есть самому себя беречь. Тут не расслабишься на этой неделе, несмотря на то, что есть победа, вроде бы у вас все под контролем, и по финансам вас все радует. Значит, будет то, когда захочется вот этого праздника. И даже на празднике, ну, где-то быть в холодных энергиях, как король мечей, чтобы чего-то не упустить. Что скрыто, давайте узнаем. Карта жадины. Все сохраняй, говорит. Ничего не скрыто, но как бы, если ты будешь жадиной на этой неделе, то тебе повезет больше. Ну, как-то так. Сохраняй ведь по четверке, это всегда, знаете, как якорь, надежность, уверенность, как основа, база, 4 столпа каких-то. Вот оно очень важно на этой неделе не упустить как будто своего, суметь все сохранить. Может быть, как и равновесие в отношениях, так и финансовый достаток. То, что вы добились, дела, работы, бизнес, то, что у вас уже получилось осуществить, себя за это похвалить и опять же свои позиции только укреплять. Вот такая неделя для вас. И, наверное, быть внимательному к окружающим, потому что, ну, где-то манипуляции, хитрости могут быть. Но у вас-то все под контролем. Вы как будто все это можете заметить и
Правда, деньги-то вот мы все-таки не тратим с учетом четверки пентаклей. Как будто скрыто мы должны сохранить. Мы ведь не знаем, может быть, правда, эта неделя короткий срок, 7 дней. И может быть еще через неделю какие-то новые возможности к вам придут. И вы, то, что вы хотите, к примеру, приобрести, вы это сделаете по более низкой цене, и с большим вдохновлением, воодушевлением, или вообще что-то поменяется, как ваш план, потому что появятся новые возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, прекрасная неделя, и будьте счастливы и любимы всегда.